Всем привет! В этом видео приготовим 5 десертов на новогодний праздничный стол. Десерты не только вкусные, но и красивые. Готовятся они несложно и без выпечки. Первым приготовим очень быстрый десерт с зефиром. Готовится он буквально 10 минут. Такой десерт сможет приготовить каждый на любой праздник или просто так. Сначала подготовим ингредиенты. Зефир разделяем на половинки. Половинки зефира нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 5 зефиров. 4 киви чистим от шкурки. Подготовленное киви тоже нарезаем кубиками. 4-5 мандаринов чистим и разделяем на дольки. Дольки мандаринов нарезаем на кусочки. Складываем десерт. На дно креманки кладем первый слой зефира. На зефир наливаем небольшое количество сметаны. Я использовала 20%. Следующим слоем выкладываем нарезанные киви. Кладем второй слой зефира. Сверху поливаем сметаной. Всего для десертов понадобится 150 грамм сметаны. И последним слоем выкладываем кусочки мандаринов. Также фрукты можно использовать другие, например, апельсины или бананы. Для него прекрасно подходят и ягоды, даже замороженные. В качестве украшения я кладу на мандарины еще несколько кусочков киви. Из этого количества ингредиентов получилось 4 креманки десерта по 300 мл. Десерт готов. Такой десерт можно подавать сразу или поставить в холодильник настаиваться примерно на 1 час. В любом случае десерт будет вкусным. В этом десерте прекрасно сочетается воздушный зефир с кисло-сладкими фруктами. Обязательно его приготовьте, это очень просто. Вторым приготовим десерт с киви и малиной. Он очень эффектный и красивый. Готовится несложно, главное дождаться, пока застынет. Берем 10 грамм желатина и наливаем в него 40 мл воды. Перемешиваем и оставляем набухать желатин. В сотейник наливаем пол-литра сливок. Я использую 10% сливки. Насыпаем 70 грамм сахара. Все ставим на огонь и перемешиваем. Сливки доводим до кипения, но не кипятим, снимаем с огня. В горячие сливки добавляем набухший желатин. Все хорошо перемешиваем. Подготавливаем стаканы для десерта. Я беру кексницу и ставлю в нее силиконовые формочки для кексов. Затем на них ставлю стаканы под углом примерно 45 градусов. Я использую стаканы по 200 мл. Можно придумать и другую конструкцию, главное, чтобы стаканы держались и их можно было переместить в холодильник. Подготовленные сливки наливаем в стаканы. Делаем это аккуратно, чтобы не вымазать стакан. Затем всю эту конструкцию ставим в холодильник застывать. Сливки застыли, готовим вторую часть десерта. 6 киви чистим от шкурки. 2 из них нарезаем небольшими кубиками. Остальные киви кладем в емкость и добавляем 50 грамм сахара. Все взбиваем погружным блендером в однородную массу. В зависимости от кислоты киви сахара можно добавить немного больше. В получившуюся массу добавляем нарезанные кусочки киви. Перемешиваем. Берем стаканы с уже застывшими сливками и заливаем приготовленную массу с киви. Таких десертов получилось 3 штуки. Второй вид десерта готовим с малиной. У меня была малина уже замороженная. Понадобится 400 грамм малины. В нее добавляем 80 грамм сахара. Перемешиваем. В оставшиеся 3 стакана с застывшими сливками наливаем подготовленную малину. Десерт готов. Десерт получился очень красивым. Готовится он совсем несложно. Сливки с фруктами прекрасно сочетаются. Вместо киви и малины можно использовать другие фрукты или ягоды. Например, в зимнее время можно взять замороженную клубнику, голубику, чернику, апельсины или мандарины.
Третьим приготовим трехцветный десерт с мандаринами и шоколадным слоем. Он яркий, красивый и очень вкусный. Такой десерт прекрасно подходит для новогоднего стола. В мисочку насыпаем 8 грамм желатина и наливаем 40 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В сотейник наливаем пол-литра сливок жирностью 10-15%. Насыпаем 70 грамм сахара. Все ставим на огонь и перемешиваем. Доводим сливки до кипения, но не кипятим. Горячие сливки снимаем с огня и разделяем на 2 одинаковые части. В одну из частей насыпаем 1 столовую ложку какао и хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем уже набухший желатин. Перемешиваем до однородности. Приготовленную смесь разливаем по стаканам. Я использую стаканы емкостью 280 мл. Все ставим в холодильник застывать. Для второго слоя берем 8 грамм желатина и наливаем 40 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Набухший желатин растапливаем в микроволновке по 10 секунд, после каждого раза перемешивая. Растопленный желатин вливаем во вторую часть сливок, которые остались. Они за это время уже остыли до комнатной температуры. Все перемешиваем. На застывший шоколадный слой выливаем белый слой из сливок. Все ставим в холодильник застывать. Займемся приготовлением мандаринового слоя. Берем 8 грамм желатина и наливаем 40 мл воды. Перемешиваем и оставляем набухать желатин. 300 грамм мандаринов чистим от кожуры. Мандарины разделяем на дольки. Все мандарины пюрируем погружным миксером. В мандариновое пюре насыпаем 50 грамм сахара. Все перемешиваем. Белый сливочный слой в десерте уже застыл. Разогреваем уже набухший желатин для мандаринового слоя. Растопленный желатин вливаем в мандариновую смесь. Все хорошо перемешиваем. В стаканы наливаем третий мандариновый слой. Все ставим в холодильник застывать. Украшаем десерт. 2 мандарина чистим от кожуры и нарезаем кружочками. На каждый десерт сверху кладем кружочек мандарина. Трехцветный десерт с мандаринами получился ярким, красивым и вкусным. Готовится несложно, главное набраться терпения, пока застывают слои. Мандарины в этом десерте можно заменить апельсинами. Четвертым приготовим еще один десерт с мандаринами, очень необычный, красивый и легкий в приготовлении. Таким десертом точно удивите своих гостей. В мисочку насыпаем 10 грамм желатина и наливаем 50 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин на 10 минут. 4 мандарина чистим от шкурки. Также по возможности убираем все белые прожилки. В миску наливаем 250 мл питьевого йогурта без добавок. Насыпаем 60 грамм сахара и добавляем ванильный экстракт или 2 грамма ванильного сахара. Все перемешиваем до растворения сахара. Если йогурт холодный, то ему нужно дать нагреться до комнатной температуры. Желатин уже набух. Растапливаем его в микроволновке. Разогреваем желатин примерно до 60 градусов. В разогретый желатин наливаем 2 столовых ложки йогурта и перемешиваем. Еще раз наливаем 2 столовых ложки йогурта и перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между йогуртом и горячим желатином, и в йогуртовой массе не появятся комочки желатина. Получившуюся желатиновую массу постепенно наливаем в остальной йогурт, постоянно перемешивая. Берем 4 стакана, которые немного расширяются кверху, и кладем в них по одному мандарину. Размер мандарина должен быть немного меньше стакана, в котором будете готовить десерт. Сверху заливаем приготовленный йогурт желатином так, чтобы он немного покрыл мандарин.
Десерт ставим в холодильник застывать. Для того, чтобы мандарины были внутри желейного слоя, а не плавали сверху, можно желе в стаканчиках достать из холодильника спустя 10 минут. За это время желе уже начнет немного схватываться, но будет еще достаточно жидким для того, чтобы опустить мандарины на дно стакана. Сверху йогуртовое желе выравниваем ложкой. Также можно заливать мандарины в 2 подхода. Первый раз залить примерно половину, дать немного застыть желе и залить мандарины полностью во второй раз. Но всего этого можно и не делать. Все ставим опять в холодильник застывать на 4 часа. Я поставила на ночь. Десерт застыл. Опускаем стакан в горячую воду примерно на 20-30 секунд. У меня температура воды около 80 градусов. Дно у моих стаканов толстое, поэтому я его дополнительно прогреваю в самом начале. Стакан переворачиваем и ждем, пока зайдет воздух между десертом и стенками стакана. Стакан прокручиваем и можно немного потрясти, чтобы десерт быстрее отделился от стакана. После того, как достали десерт, его нужно поставить на несколько минут в холодильник, чтобы застыл верхний слой желе. Готовый десерт разрезаем пополам и подаем на стол. Десерт с мандаринами получился очень необычным и красивым. Готовить его несложно, главное набраться терпения, пока застынет. Такой десерт точно будет уместным на любом новогоднем столе. Пятым приготовим десерт еловые шишки. Это очень красивое и оригинальное блюдо, которое готовится без выпечки. Такие шишки отлично подходят для новогоднего и рождественского стола, как самостоятельное блюдо или в качестве украшения на праздничный торт. Сначала приготовим сладкую массу для шишек. 300 грамм песочного печенья ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем до мелкой крошки. У меня за один раз все печенье в измельчитель не помещается, поэтому я измельчаю в 2 подхода. Берем 100 грамм грецких орехов и тоже насыпаем в измельчитель. Измельчаем не сильно, чтобы остались небольшие кусочки. Измельченные орехи добавляем в миску с песочной крошкой. Все перемешиваем. Готовим крем. В сотейник насыпаем 2 столовых ложки сахара, 1 столовую ложку муки и 3 столовых ложки какао. Все перемешиваем. Какао предварительно нужно просеять через сито, чтобы разбить все комочки. Сюда же наливаем 200 мл молока. Все хорошо перемешиваем и ставим на плиту. Варим на среднем огне, постоянно перемешивая, чтобы смесь не пригорела. Когда крем закипит, варим его еще примерно 1 минуту, чтобы заварилась мука. Снимаем с огня. В крем добавляем 100 грамм сливочного масла. Все перемешиваем до растворения масла. Приготовленный крем еще горячим выливаем на измельченное печенье с орехами. Все перемешиваем до однородного состояния. Приготовленной массе даем остыть до комнатной температуры, чтобы она лучше лепилась и не растекалась. Можно поставить ее на 1 час в холодильник. Шоколадная масса остыла. Берем кусочек приготовленной шоколадной массы и скатываем из нее конусообразную фигуру. Ставим ее на доску. Такие фигурки будут основанием шишки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 15 шишек среднего размера. В приготовленное основание вставляем кукурузные хлопья. Это будут чешуйки шишки. Хлопья вставляем рядами. Начинаем с верхней части шишки и продвигаемся вниз. Стараемся вставлять так, чтобы соседние чешуйки в ряду не накладывались друг на друга. Таким методом формируем всю шишку. В самом конце все аккуратно прижимаем руками и придаем шишке окончательную форму. Таким методом готовим все шишки. Готовые шишки ставим в холодильник, чтобы они застыли. Шишки застыли. Чтобы придать им более праздничный вид, посыпаем их сверху сахарной пудрой. Десерт готов, можно подавать на стол. Новогодний десерт шишки получился необычным, красивым и вкусным. Готовится без выпечки и недолго. С его приготовлением справится каждый.
Такой десерт очень нравится деткам. Если вам понравились такие варианты праздничных десертов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.